Привет всем поклонникам корейской культуры и, конечно же, армии. Сегодня на канале Инфокорея мы глубоко, подробно и максимально честно погружаемся в одну из самых обсуждаемых, эмоционально насыщенных и неоднозначных тем внутри фандома BTS. Речь пойдет о феномене, который уже более 10 лет не дает покоя миллионам людей по всему миру, о союзе Ким Тэхёна и Чон Чонгука, более известном как Вигуки, Тэкук или Тайкук. Почему именно эта пара мемберов вызывает такой колоссальный резонанс? Где заканчивается фанатская фантазия и начинается реальная, глубокая привязанность двух людей, выросших на глазах у всего мира? Мы разберем психологию их отношений, проанализируем их собственные слова, язык тела, ключевые моменты из шоу, концертов, вейверс эфиров и заглянем за кулисы недавних событий, включая период военной службы и турне Ариранг 2026 года, чтобы понять, в чем секрет этой магии. Текст будет максимально развернутым. Именно таким, каким его просят фанаты, жаждущие детального погружения. Истоки-подростки, которые нашли друг друга. История вигуков началась в те времена, когда BTS еще были подростками, пытающимися найти свое место под солнцем. Если вернуться к самым первым видеоблогам, тренировочным дням и ранним шоу 2013-2014 годов, мы увидим двух мальчишек, которые были буквально неразлучны. Тэхён, будучи чуть старше, он родился в 1995 году, Чонгук в 1997, фактически вырастил младшего. Чонгук пришел в Big Hit как очень застенчивый парень из Пусана. Он сам неоднократно рассказывал, что в трейни-период стеснялся даже принимать душ, когда кто-то еще был рядом, почти не разговаривал с новыми людьми и чувствовал себя крайне неловко перед камерами. Тэхён стал тем, кто помог ему раскрыться. В одном из старых интервью Чонгук прямо говорил: «Я был очень интровертным, но благодаря Тэхёну перестал стесняться. У нас похожие характеры, мы стали ближе, и мне все больше нравилось быть с ним». Тэхён вспоминал, как ждал Чонгука после вокальных занятий до глубокой ночи, как они вместе выходили из сауны и видели свежий снег. Это стало для младшего одним из самых теплых рождественских воспоминаний. Именно эта фундаментальная связь от наставничества к равноправной дружбе и глубокому родству легла в основу того, что мы видим сегодня. Зрители часто замечают, что между ними существует некий невидимый код. Это проявляется в мелочах, в том, как они одновременно начинают смеяться над шуткой, понятной только им двоим, или как неосознанно копируют жесты друг друга. Психологи называют это отзеркаливанием, мирроринг, высшей степенью доверия и комфорта в присутствии другого человека. Когда два человека проводят вместе тысячи часов тренировок, репетиций, переездов, ночных посиделок в общаге и выступлений, их нервная система начинает синхронизироваться. Они буквально читают друг друга без слов. Язык тела – то, что сложно сыграть. Одним из главных столпов веры фанатов в этот союз является их уникальный язык тела. В мире кей-поп, где каждое движение на камере часто строго выверено и отрепетировано, вигуки выделяются своей спонтанностью. Обратите внимание на их взгляды. В фандоме давно существует термин «взгляд Чонгука», когда он полностью абстрагируется от происходящего вокруг и фокусируется исключительно на Тэхёне. Это не мимолетный взор. Это внимание, полное искреннего восхищения, поддержки и иногда почти детской радости. И это работает в обе стороны. Тэхён, обладающий природной тактильностью, часто проявляет ее именно в сторону Макне, создавая вокруг них ту самую атмосферу уюта, которую фанаты называют своим маленьким миром. Примеров множество. Вспомните ранние эпизоды Run BTS, где они постоянно оказываются рядом. Тэхён подталкивает Чонгука, Чонгук отвечает легким толчком, они вместе падают со смехом. Или моменты, когда один из них чувствует себя плохо на сцене, а второй мгновенно оказывается рядом. Не потому, что так написано в сценарии, а потому, что тело само реагирует. Есть знаменитые свиньи, Piggyback Rides, когда Чонгук носил Тэхёна, несмотря на усталость после перелетов. Есть моменты, когда они одновременно произносят одну и ту же фразу, смотрят в одну сторону и даже моргают синхронно. Есть объятия со спины, которые выглядят слишком естественно для простой дружбы в глазах части фандома и слишком комфортно для людей, выросших в корейской культуре, где мужская тактильность имеет свои границы. Важно понимать разницу между фанатской интерпретацией и реальностью. Многие аналитики языка тела, включая тех, кто изучает микровыражения, отмечают, что у Тэхёна и Чонгука действительно высокий уровень комфорта в личном пространстве друг друга. Они позволяют себе то, что с другими мемберами делают реже или иначе, но это не автоматически означает романтику. Близкая мужская дружба, особенно сформированная в подростковом возрасте в условиях экстремальной нагрузки, может выглядеть именно так. В корейской культуре броманс – вполне принятое явление,
особенно в индустрии развлечений. Собственные слова артистов и границы, тема шиппинга, всегда тонкий лед. Тэхён не раз демонстрировал, что внимательно следит за тем, что пишут фанаты. Мы помним его прямые ответы в Weverse, когда он мягко, но уверенно ставил границы, призывая поклонников не переходить грань между реальностью и вымыслом. Он просил уважать личное пространство. Чонгук, в свою очередь, всегда подчеркивал, насколько Тэхён важен для него как человек, который вдохновляет на творчество, поддерживает и просто есть рядом. Их совместные ночные эфиры в Weverse стали настоящим подарком. В эти моменты, когда они сидят в домашней одежде, без макияжа, просто разговаривая, слушая музыку или жалуясь на усталость после концертов, становится ясно. Их связь выходит далеко за рамки рабочих отношений. Это родство душ, проверенное годами изнурительных тренировок, мировых туров и огромного давления славы. Они неоднократно называли друг друга «Тэкук» в шутку еще в 2016 году. Именно 5 апреля 2016 они впервые публично произнесли это слово как название своего юнита. Это стало своеобразным «Днем Тэкука» для части фандома. Но сами артисты всегда подчеркивали дружеский, почти братский характер этой связи. Тэхён говорил о Чонгуке как о человеке, рядом с которым ему спокойно. Чонгук о Тэхёне как о том, кто помог ему раскрыться и кто продолжает вдохновлять. Трудные периоды и поддержка особого внимания заслуживают тяжелые моменты. 2018 год был одним из самых сложных для BTS. Группа переживала огромный успех, но и колоссальное давление. Мемберы позже рассказывали о мыслях о возможном распаде, о ментальной усталости. В этот период Юнги Шуга написал письмо, адресованное именно Тэхёну и Чонгуку, чтобы поддержать их. Фаны до сих пор разбирают детали того времени. Совместные ужины, моменты, когда один из них выглядел особенно уставшим, а второй старался быть рядом. Позже, во время сольных периодов и особенно в годы военной службы, от 2023 до 2025, фанаты с особым трепетом следили за любыми намеками на общение. Все 7 участников завершили службу к июню 2025 года. После воссоединения группа выпустила альбом «Arirang» март 2026 года и отправилась в масштабный мировой тур BTS World Tour Arirang, который стартовал в апреле 2026 года в Каяне и продолжается до 2027 года. Турне «Arirang» и новая глава. На сцене Arirang мы видим уже взрослых мужчин. Их взаимодействие стало более сдержанным, но оттого еще более значимым. Им больше не нужно постоянно быть рядом физически, чтобы чувствовать поддержку. Один жест, одна улыбка во время исполнения песни, и стадион понимает, что между ними все так же крепкая связь. Фанаты отмечают моменты за кулисами, когда усталость дает о себе знать, и они поддерживают друг друга. Недавние Weverse лайвы после концертов, в том числе в августе 2026 года, показывают их в домашней обстановке. Они едят вместе, обсуждают выступления, шутят над ошибками Намджуна, жалуются на интенсивность тренировок и просто проводят время. В одном из таких эфиров звучат фразы вроде «давай вместе», простые, но очень теплые. Почему феномен живет? Почему миллионы людей продолжают верить в вигуков с такой силой? Вероятно, потому что в мире полном фальши их искренность выглядит как нечто дефицитное. Людям хочется верить в существование глубокой привязанности, которая выдерживает испытания временем, деньгами, мировой популярностью, военной службой и взрослением. Для кого-то это романтическая история, и фанатский шиппинг – законное право фантазировать. Для кого-то – пример идеальной мужской дружбы и братства. Для кого-то – символ того, что в BTS каждый нашел себе не просто коллегу, а настоящего члена семьи. Важно помнить, артисты неоднократно просили не переходить границы. Их личная жизнь принадлежит только им. Мы можем анализировать то, что они сами показывают публично, наслаждаться их химией на сцене и в эфирах, но обязаны уважать их право на приватность. Никто из посторонних не знает всей правды об их отношениях, и это нормально. Что остается неоспоримым? Независимо от того, как вы называете их союз и какой смысл в него вкладываете, неоспоримым остается одно. Тэхён и Чонгук делают друг друга лучше. Они вдохновляют друг друга на сольные проекты, поддерживают в трудные минуты, продолжают радовать уникальной энергией и сохраняют ту самую легкость общения, которая появилась еще в подростковом возрасте. Их история – важная часть наследия BTS, напоминающая нам о том, что человеческие отношения – самое ценное, что у нас есть. А что для вас значит вигуки? Видите ли вы в их взаимодействии что-то большее, чем просто дружбу, или для вас это пример идеального братства и родства душ? Пишите свои мысли в комментариях. Мне действительно интересно узнать ваше мнение.
Не забывайте подписываться на Info Korea, чтобы не пропустить новые разборы, новости из мира Кореи и подробные анализы. Спасибо, что дочитали или досмотрели этот материал до конца. До скорой встречи!